Друзья, путешествие в Вьетнам продолжается. Хочу вам показать ту сказку, в которую мы попали и сняли гостиницу. Это экотуризм, но очень advanced. То есть тут и юниты с кондиционером, рестораны, все есть. Но все это находится в полных джунглях. И хочу просто на секунду остановиться и говорить, чтобы вы послушали, как бабуины кругом кричат. Продолжаю показ этого замечательного места, чтобы вам просто... Это тяжело передать, такие эмоции. И все это за $11 в день. Канадских включено все. Я чуть не обалдел. Ну, в общем-то, хватит вам на меня смотреть. Смотрите на эту прелесть. Тяжело это все, конечно, передать. Мы вчера ночью приехали, так рандомально тыкнули на карте, куда поедем. И когда приехали, просто обалдели. Готовы ко второй части красоты? Поворачиваем. Это проход в так называемый эко-бассейн. Само собой, слова хлорки там нигде нету. Мы вчера в нем купались. А тут пройти не так легко. Ну, так и должно быть. Чтобы не каждый в бассейн бегал пьяный. Со всех сторон течет вода, водопады. И только что огромная рыба прыгнула. Ух ты, какие большие рыбы. Сейчас я подойду, вам обязательно покажу. Сказка. Это все не передать. Это не передать. Какой тут запах, какой тут воздух. Особенно на контрасте с воздухом в Хо-Чи-Мин-Сити. Которые просто глаза слезились. Когда ехал на мотоцикле, глаза слезились от полюции, от грязи, от вони, от жары и от humidity. А здесь противоположность. Вот эти цветы невероятно пахнут. Входим в бассейн. Показать вам вообще, откуда он берется. Сейчас вода наполняется здесь, как вы видите. И наполняется она вот отсюда. Эта вода стекает с дождей, сверху, с гор. И здесь тоже наполняется, как вы видите. Хлорка тут не используется нигде. То есть вот это просто ледяная вода. Мы вчера тут купались. Это что-то невероятное. А здесь наверху cold plunge. Это cold plunge в Вьетнаме, где температуры 30-40 градусов. Этот вид не передать. Здесь мы тоже вчера купались. И за ним это уже вот это озеро, река. Просто очень хочется пройтись, вам показать эту красоту. Немножко скользко здесь, нужно аккуратно, но... Посмотрите на это. Это просто сказка. Так что с любовью сделано. Я не могу останавливаться снимать, потому что куда ни посмотрю, просто визуальный оргазм. Стал пораньше, народу мало. Вон там вот наверху ресторанчики, везде ресторанчики. Каждый день я тут на полном ЗОЖе, и каждый день ем фрукты, только свежие фрукты. Что-то невероятное. И ароматы, и свежайшие фрукты, и все. И где-то $2 за блюдо. За любое. Вы можете мясо купить, можете блюдо купить, можете все что угодно. От $2 до $5 вы и покушаете свежей, хорошей еды. Извиняюсь, не то говно, которое нас кормят в Канаде. Это ужас. Я, наверное, на это сделаю целую передачу, целый эпизод. Потому что невозможно так скармливать северноамериканцев таким говном. Ну ладно, не будем о плохом. Послушайте, какие птицы.
Друзья, находясь в таком спокойствии, в таком уникальном месте, я сейчас во Вьетнаме, где-то в джунглях, хочу вам просто напомнить, что столько говна происходит в мире, всего-всего-всего. Это не ваш мир, вы не выбираете этот мир. Ваш мир — то, что вы выберете. Выходите из зоны комфорта. О, слышите? Даже не знаю, что за птицы, но тут их очень много. Выходите из зоны комфорта и делайте те вещи, которые вам приносят удовольствие. Перестаньте смотреть эти новости. Пока вы их смотрите, они случаются. Если вы не будете смотреть, то их не будет. Будьте добрее, любите друг друга. Посмотрите на детали, посмотрите, как обработали колесо, старое колесо. Причем это все сделано из колеса. И низ, и подлокотники, и сама спинка. Вот эти эко-домики, которые тоже можно снимать, тоже стоят $12-11. Но там подальше это наш домик, 4-этажный. Тоже в эко-стиле, все по минималочке, но все есть. И кондиционер есть, и все чистенько, и вода течет. Знаете, это правда, это сказка. И когда я предварительно ехал в Вьетнам, и вообще во все страны, в которые я еду, я никогда не загадываю, потому что такую сказку загадать никогда нельзя. А когда вы загадываете, вы понимаете, что именно так и случится, и скучно жить. Поэтому я люблю, когда Вселенная мне приносит такие сюрпризы. Я очень благодарен Вселенной за это. И ни разу не подводила. Поэтому считаюсь счастливым человеком. А быстренько о мотоциклах. Само собой, многие катаются на мотоциклах. Вот это Володькин. Yamaha 155. И это мой. Тоже Yamaha WR 155. Это самый идеальный мотоцикл для этого места. Так как мы и в горах, и оффроуд, и онроуд, и между, и линии тут нету, просто проезжаешь между машин, и чем юрче у тебя мотоцикл, тем лучше. И считается здесь во Вьетнаме, что именно этот мотоцикл один из самых удачных, и он юркий, и не ломается, так как это Yamaha. Очень благодарен. Совершенно другой мир, тот мир, ради которого я сюда и поехал, посмотреть и флору, и фауну, и уникальность этого места. Потому что все-таки мы, североамериканские динозавры, не так часто выбираемся в такие места. Ленивые мы очень стали. Всем, ребята, друзья, рекомендую собраться и поехать. Многие мне скажут: о, это дорого стоит. Это совсем недорого стоит. Это намного дешевле, чем вы живете в этой дребаной Северной Америке. Как я вам рассказал, вот этот вот отель $11 за ночь. $11 за ночь. Хороший обед в ресторане, где-то вам будет стоить от $2 до $5. Хороший обед, не то говно, которое мы кушаем. Так что, друзья, нужно стараться выезжать, нужно стараться свои горизонты как-то открывать, выходить из зоны комфорта и смотреть этот прекрасный мир. Привет, дружок. Привет, маленький. Привет, хороший. А тебя как зовут? Какая ты прелесть. Теперь тебе люди узнают по всем. Какая прелесть. Вы знаете, иногда бывает в поездках аудио плохо записалось, аудио не работает, так приходится сверху записывать потом, уже по приезду. И всегда очень тяжело дается. Сейчас я стараюсь объяснить почему. Потому что когда вы видите эту красоту, когда вы находитесь в ней, живете ей, вы поглощаетесь ей. И ваши эмоции, которые выражают то, что я сейчас говорю, они натуральные, настоящие. И очень тяжело это воспроизвести, когда уже сидишь дома, в комфорте, в своем мире, в своем спокойствии, и совершенно другие эмоции преобладают. Так я уже делаю какое очередное видео, наверное, потому что такие эмоции, которые у меня сейчас преобладают, передать очень тяжело. Находясь в таком раю, в экологическом чистом раю, в
красивейшем культурном... культура именно, вот даже посмотрите на эту вырезку, посмотрите на эти детали, на внимание к деталям. Посмотрите, это же все сделано из одного куска, огромного куска. И это не маленькие какие-то стульчики. Вот вам дать понять, что это такое. И каждый индивидуально вырезан, как бы отражает и свою историю, и историю Вьетнама. Тут можно выучить, наверное, пол учебника истории, посмотря только на это панно. Столько труда, столько любви заняло это сделать. И эти эмоции этого мастера передаются мне, передаются другим людям, которые... посмотрите. Смотрите на этих рыб. Не знаю, если вы их увидите, но... я потом покажу, тут очень много и рыб, и животных, и обезьяны приходят, птицы поют. И вся эта гамма эмоций настолько наполняет, что как это можно передать, когда вы дома, перед компьютером, вашей обеданной обычной жизни. Ну вот, мы с Володькой готовы к выезду. Сегодня планы доехать... Как город называется? Далата. И там опять же нашли хороший очень такой environmentally позитивный environment, сель. Посмотрим по дороге, заедем в пару буддийских пагоды, посмотрим тоже. Ну и что Бог нам даст, как говорится, так что счастливого пути! И хорошего дня! Так, ну а что у нас? Мы только что подъехали попить там кофейку, чего-то. Сейчас поговорим с местными. How are you? Hi. Need help? You good? Beautiful. Вот такая красота просто на дороге. Тут фруктики всякие, водичка. Сейчас кофейку, посидим. И посмотрим, вот покажу вам, на что мы посмотрим. Вот скажи мне, брат, ради этого стоит иногда так выйти из зоны комфорта? Да, я и говорю. Подъехать в такое место, где бы в горах, это сам серпантин сюда доехать. И такой вид. Остановился в нигде, какой-то маленькой забегаловке, даже не в деревушке, а просто в горах. И сейчас там кофейку принесут. Ребята, выходите из зоны комфорта. Ну, как я уже объяснил, мы остановились в кафешке. Хочу показать, как тут готовят кофе. Дай бог нам всем такой кофе пить. Оно еще заваривается, а потом в ледяную кружечку. И сидишь, кофейку посасываешь, наблюдаешь за такой красотой. И я только что встретил друзей из Англии. Roy or Jack, sorry? Jack. This is Jack from UK, from London. And his friend... They're also traveling north. Так как мы находимся все-таки в буддийской стране, вот такие маленькие алтари, наверное, все-таки называются, ставятся на прощание людям. Что-то где-то. Вот здесь еще один, как вы видите, везде зажигают свечи. Таких много. И все это в Баобабе. Мы еще этот Баобаб не обошли. Он огромен. Я даже не знаю, как он далеко идет наверх. Немножко пройдемся дальше, посмотрим тоже. Потому что вид отсюда, я думаю, будет уникален. Вот еще один Баобаб. Ой, посмотрите наверху, как он развивается. Вот это да. Я представляю, сколько такая ветка весит.
наверное, много тонн. Ну как все держится. Идем дальше. И вот наши кони, точнее по 22 или по 25 коней каждый. Я уже всем говорил, что у меня предпочитаемый бренд это Yamaha, куда бы я ни ехал. Механика легкая, почти не ломается. Чудесные машины, всем рекомендую. Друзья, посмотрите, какая красота открывается здесь. Все еще горы, все еще продолжается путь. Решили остановиться по дороге в каком-то ресторане, ну, забегаловке, скажем, и покушать что-то мясного. Вот сейчас ищем. Тут выбора много, сказать честно. Ну, чего-то определенного найдем. До скорого. Так, друзья, у нас маленький апдейт. Мы остановились что-то перекусить. Опять же, это где-то в горах. Хочу вам показать эту прелесть. Все резное, все из дерева. Тут клетка с птичкой. Это я не фанат. Маленький садик. Посмотрите на эти седаки, на седушки. Ну, конечно, это уникальненько. Очень чисто, красиво. Сейчас посмотрим, если вкусно. Всегда хотел посмотреть буддийский храм. Так мы сейчас специально заехали в горы, чтобы мою мечту, как говорится, осуществить. Посмотрите на эту красоту. Этот памятник, наверное, я не знаю, но метров так 100. Этот поменьше, конечно, но не менее красивый. Какая махина, вау! Смотрите, какие маленькие люди по сравнению с этим. Вот сам храм буддийский. Но я совсем не жалею, что подъехал. Сейчас покажу вам внутри. Ну, конечно, если можно будет снимать. Ну и, конечно, как не обошлось без веселого Будды. Да, вот такой маленький мальчик сидит. Сейчас я вам пупок его покажу открытый. Опять армия ангелов. Чтобы дать вам понять, я подошел прямо к подножью. И сейчас я покажу вам эту махину. Вау. Нужно обойти вокруг. Тут дыры. Тут что-то растет у нас. С любой стороны. Вы на горе, поэтому с любой стороны вид очень впечатляющий. Но больше всего впечатляет, конечно, этот памятник. Тут, подождите, можно куда-то пролезть. Сейчас я попробую. Я не знаю, если можно тут снимать, поэтому буду тихо. Я сейчас внутри храма. Давайте посмотрите на эти деревья. Это карликовые бонсай, наверное, все-таки. Очень уникально. Посмотрите на эти размеры. В этот храм мы еще войдем. О, впереди. Какая красота впереди. Ну, господа, ждите. Хотя что вам ждать? Я просто сейчас перейду и нажму опять play. Так, все, мы теперь заходим. Я сейчас молча буду, потому что мы в храме.
Ну, а здесь, наверное, огромное множество таких статуй. Даже все их, наверное, не обойду. Вау. Как все чисто, как все опрятно. Очень необычно для Вьетнама такую чистоту видеть. Но приятно. Идем дальше. Очень прикольно. Очень прикольно, говорит, тут аллея таких веселых человечков. Они как бы сидят, отдыхают, тусят, радуются жизни, как все буддисты. В религии буддизма мы не умираем, а вечно переходим из одного состояния в другое. Они радуются. Ну, а для любителей драконов, посмотрите на этого красавца. Посмотрите на уровень деталей в нем, на его прекрасный хвост. И с другой стороны тоже. Ну, посередине улыбающийся Будда, как всегда. Знаете, друзья, только что приехали из Падоги, вот это посмотрели. И буддийский храм. И такие впечатления оставил, что так повезло, что народу было мало. Один автобус, да и то уехали. И только вот мы мотоциклисты. И такая красота, такая чистота, такое уважение, такая культура. В Вьетнаме очень как бы везде все грязно, но вот они очень хорошо следят за двумя вещами, я заметил. Вот за святыми всякими. И вот слева, смотрите, школа. Это детская школа, чистейшая. И детки все в полной парадной пионерской форме всегда. И как вот в Союзе, даже в 60-х годах, я бы сказал, меня, конечно, не было, но вот по фильмам. И также все время очень чисто во всех политбюро, там вот их политических государственных зданиях. Все ходят в белых рубашечках, все равны как на подбор. Так что... Да, а в остальном, там, где ни религия, ни партия не принуждает вас держать вещи чисто, все в говнище. Вот как, смотрите, здесь уже отъехали 2 минуты, и вот это... Впереди меня курочки, кстати, чтобы вы видели, на 2 мотоциклах везут, наверное, я даже не знаю, сколько этих курей. Ну, вот так. Мы приехали в следующий destination. Это называется Romeo and Juliet. Отель и гостиница. И все это на озере. Вот это мой друг, с которым мы уже познакомились. Привет, солнце. Привет, солнце. Иди сюда, моя лапочка. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда, мой хороший. Хороший песька. И там еще один песик есть. Ну, anyways, внутри все очень красиво, гламурненько. Сейчас нас чекинится. Там произошло маленькое недопонимание. Нам хотят сделать с Вовкой одну комнатку и одну постельку. Не хочу. Вов, ты тоже нет, да, надеюсь? Вот. Да, я бронировал, да, не подумай. Красивейшее озеро, красивейшее место, потом все остальное досниму. Знаете, вчера только приехали, и солнце село. Сегодня только приехали, и начался дождик. Кто-то за нами там смотрит. Хочу просто показать вам комнату и немножко отеля. Вот маленький балкончик, теннисный кортик. Здесь у нас как бы телевизор, все остальное. Очень симпатичная ванна. Я бы сказал, гламурный такой, для Вьетнама очень гламурный отель. Этот чуть подороже был, этот $35 за ночь. Но опять же, я думаю, эквивалент такого где-нибудь в Торонто или в Америке был бы 350. Мы опять же в лесу, на озере.
тут все Amnesty, рестораны, хорошее все. И ты в полном уединении в природе. Сказка. Мы немножко спустились, пока дождик закончился, посмотреть, ну, ресторанчики, достопримечательности. Просто хочу показать, какая тишина и спокойствие. А в горах какой воздух все-таки, особенно после дождя, особенно после 2-3 дней в жаре, в смоге, в этой полюции. Сейчас легкие говорят спасибо. Идем, ну не ночью, но уже вечер по Вьетнаму, по городу Далату, который очень известный тут местечковыми всякими базарами. Так, это только клубника у нас. Лучше не спрашивать, что там жарит. Само собой, тут все по шматью тоже. Я уверен, это оригинальный Adidas. Так, цены давайте посмотрим. Adidas за 150. Это сколько у нас? $3? Ну, $7, почти, извините. 7 канадских долларов. Да, вон курточки по 10 канадских долларов. Это я понятия не имею, что в пакетиках лучше не брать. Дошли до местечковой испанской лестницы. Пуховики по $10. Хочу показать работу для электрика. Вот это вот junction. Если что-то тут не работает, интересно, как это чинится? Такие провода везде. Зашли в ресторан, называется Дахуй. Да, попробуем Дахуй.